Смарт-часы, которые имеют обширный функционал, отличные материалы, приятный дизайн, удобный интерфейс, измерение пульса, SPO2, уровня стресса в автоматическом режиме, мониторинг сна, мониторинг дневного сна, возможность подключить спортивные аксессуары для тренировок, загружать музыку и в перспективе маршруты. В рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit 4 еще много подобной информации, которая нас завлекает. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляются данные смарт-часы в компактной коробке из тонкого картона. Коробка пришла целая и невредимая, как, собственно, и само устройство. На упаковке есть краткая информация и название модели. Внутри упаковки находится белая коробочка с логотипом Amazfit. В комплекте идут сами смарт-часы, ремешок, зарядное устройство с двумя пинами, к сожалению, не чистой воды магнит без всяких пинов, и краткое руководство. Часы включаются по нажатию кнопки, вес вместе с ремешком 55,6 грамма, а габариты часов 47 на 12,4 мм. Ремешок быстросъемный из вторкаучука на 22 мм. На руке они смотрятся слегка больше, чем, к примеру, Xiaomi S1 Pro, но они тоньше. Далее. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца обычно много, и мои контакты в описании. Напоминаю, что я еще iPhone 14 разыгрываю 11.11. Все остальные розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Приобрести GTR 4 можно с корпусом металлического цвета, а также корпусом в черном цвете. Ко всему у них есть еще разные ремешки. К примеру, у меня классический черный ремешок, также есть нейлоновый черный с красными контурами и кожаный коричневый. Дизайн смарт-часов хороший, внешне они отличаются от версии GTR 3. Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава и пластика. Ремешок мне понравился, он, конечно, не сильно тянется, но довольно удобный. Сборка самих часов хорошая, кнопки не имеют люфт, за что плюс. На корпусе расположили с тыльной части два контакта для зарядки, краткую информацию мелким шрифтом и датчики мониторинга к здоровью. К слову, на борту из датчиков есть биотрекер версии 4.0 с поддержкой измерения уровня кислорода в крови, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер и датчик внешнего освещения. Пульс, как и SPO2, у воздуха часы не нащупывают. Пульс измеряется вручную или с периодичностью минимум в 1 минуту. SPO2 работает в ручном режиме или автоматическом режиме в состоянии покоя. Мониторинг стресса измеряется каждые 5 минут или вручную. Сон часы мониторят в автомате, также есть функция отслеживания дыхания. Сон они мониторят отлично, как и все фазы сна, и дневной сон тоже мониторят. График довольно информативный, удобный как на часах, так и в приложении. Измерение пульса, SPO2 и стресса показало себя хорошо, погрешность небольшая, проскальзывает, но в целом я доволен тем, как работают датчики. Далее на борту есть динамик, микрофон, а с правого бока есть еще две функциональные кнопки. Верхняя кнопка колесика в стоке отвечает за переход в меню, возвраты, и после долгого нажатия на кнопку можно управлять устройством голосовыми командами. Но поддержки русского языка, разумеется, нет. Но есть английский язык, что уже неплохо. И они еще и в офлайне могут работать. Работает это дело корректно. Помимо этого, в настройках можно повесить на эту кнопку любое действие из доступных. Перемещаться по меню с помощью прокрутки в целом удобно, но прокрутка слегка резкая, как по мне. Прокручивание сопровождается тактильно приятной вибрацией. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам, и переназначить ее тоже можно. Отдельный плюс — это что производитель предоставил много полезных настроек. Такой редко встретишь в часах. Летим дальше. Смарт-часы оснащены AMOLED-дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 460 на 466 пикселей, закаленное стекло с олеофобным покрытием в наличии, антибликовый безель в наличии, плотность пикселей стандартный 326 ppi, что неплохо для часов. Яркости при прямом попадании света на дисплей достаточно, автояркость работает быстро. Дисплей, как по мне, насыщенный и четкий. Ко всему в настройках можно выбрать еще цветопередачу из двух предоставленных вариантов. Скроллинг плавный и без рывков. Интерфейс доступен на русском языке, и он не подвисал за время моего тестирования. Период включенного экрана максимум до 30 секунд. Always On дисплей полноценный с 5 видами заставки, но также есть классический режим, при котором AOD будет соответствовать циферблату. Подсветка экрана поднятием руки срабатывает хорошо, и настроить чувствительность возможность есть. Установить код блокировки, включить режим не беспокоить, режим сна и так далее можно. На самих часах есть персонализированные циферблаты, а в приложении есть магазин с неплохими циферблатами, их более 200 штук, и анимированные также на борту. Вдобавок есть циферблаты с мини-приложением. Поставить любую фотографию на заставку можно. Далее по свайпам сверху вниз удобная панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Ко всему этому есть еще виджет со списком карточек, что действительно удобно. Виджеты и панель быстрого доступа можно настроить
настроить прямо с часов. Меню обширное, из интересного это система оценки здоровья ПАИ, измерения пульса, кислорода в крови, стресса и удобная функция измерения одним касанием. Далее есть тренировки, активность, телефон, в котором есть список последних вызовов, контакты и даже панель с цифрами для вызова. Будильник, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. Заводной таймер, календарь, погода, солнце и луна, компас, высотомер, история менструации, дыхательные тренировки, поиск телефона, список дел, голосовые заметки, плеер, через который можно переключать треки, воспроизведенные на смартфоне, или загрузить через приложение музыку на сами смарт-часы и слушать через них. Последнее — это удаленная фотосъемка, но у меня она почему-то не работает, хотя у большинства, по их отзывам, она работала волшебно, притом со всеми смартами. Магия? Не думаю. В настройках можно настроить функцию утренней новости, что, к слову, удобно. К примеру, можно настроить отображение погоды, мониторинга сна, уровня аккумулятора и все подобное. Летим дальше. Операционная система Zepp OS версии 2.0. В стоке доступно 2 гигабайта, 390 мегабайт внутренней памяти. Bluetooth версии 5.0, что очень-таки странно, потому что, как минимум, они 5.2 должны были запихать, учитывая, что есть уже 5.3. Наушники подключить можно, как и аксессуар для тренировок. К примеру, мой нагрудный датчик Polar H10 подключается. GTR 4 поддерживает Wi-Fi на 2,4 ГГц, на борту более 150 спортивных режимов и отслеживание плавания. Во время тренировки можно использовать плеер, включить интервальную тренировку, режим бега по треку, еще некоторые полезные функции, что удобно. Распознавание активности срабатывает хорошо и поддерживает 8 видов спортивной нагрузки. Также есть распознавание движений силовых тренировок, GPS-навигация на борту, двухполосная, плюс 6 спутниковых систем позиционирования. В настройках можно выбрать приоритет работы GPS. Местоположение смарт-часа определяют моментально, до 3 секунд максимум в городских условиях. Маршрут строится хорошо, но погрешность около 2 метров присутствует. Загрузить маршрут. Приложение пишет, что данные смарт-часы не поддерживают эту функцию, при том, что на официальном сайте указано обратное. Далее, звонить с часов можно, как и принимать звонок, но происходит это при сопряжении со смартфоном по Bluetooth, то есть никаких eSIM здесь нет. Быстрые ответы есть, что удобно, в отличие от некоторых Xiaomi-тов топовых, допустим, S1 Pro вспоминаем, или Mi Band 7, там есть. Уведомления приходят моментально, отвечать на смс можно только с заготовок, что уже хорошо, хотя лучше была клавиатура, правда? Смайлики отображаются, но не все, а вот иконки приложения отображаются все, во всяком случае у приложений, которыми пользуюсь я. Ну и разумеется, если вам будут приходить сообщения с какими-то фотографиями, фотографии вы видеть не будете. Вибромоторчик неплохой, но настроить силу вибрации нельзя. Аккумулятор на 475 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 2 часа 3 минуты, за трое суток у меня ушло 60% зарядов. Со средним использованием смарт-часов, но со всем мониторингом здоровья и с включенным Always On дисплеем, который отключался на ночь. Полноценного заряда хватило на 5 суток, в неинтенсивном использовании они могут прожить до 12 дней. Время автономной работы, как по мне, хорошее, ко всему этому в настройках можно детально настроить устройство, чтобы экономился заряд аккумулятора, или включить из предоставленных заготовленных режимов. К примеру, можно включить режим часы, но это тоже такое себе, мы ожидали большего. У тех, кто придумал бип столько лет назад, и никак они не могут его повторить. Вернемся к корпусу. Корпус имеет водонепроницаемость 5 атмосфер. После погружения в воду с ними, разумеется, ничего не произошло. Весь функционал работает. Внешне на них вода не повлияла. Летим дальше. Amazfit GTR 4 подключается к приложению Zepp. У меня за время использования приложения в паре с этой моделью не глючило ничего и не вылетало, что радует. В приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья. В настройках для часов все практически идентично настройкам на самих часах. Также есть магазин с приложениями, и можно выбрать для себя что-то полезное. Есть несколько игр, обновить прошивку можно. К слову, обновление прилетело сразу же. Синхронизация данных с приложением Strava и Adidas Running в наличии. Далее, минусы. Это нет eSIM, нет NFC, нет возможности загрузить маршрут на смарт-часы, и не было месяц назад, хотя они обещают. И в целом тренировок не слишком много. Да и то, что клавиатуры нет, я считаю, тоже минус. Рано или поздно нужно кое-кого повторить в хорошем, потому что есть часы с клавиатурой, правда? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Напоминаю, что 11.11 у нас будет растянуто теперь с 1 ноября до 13 ноября, и скорее всего самые интересные промокоды и скидки уже начнутся с числа так 27 октября, поэтому следим за телеграм-каналом скидок, я туда буду скидывать, вы будете делать выводы, что вам надо, что нет. И не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал Пользаграммы, где мы делимся фото и видео в несжатом формате различных устройств. Резюмируя, Amazfit GTR 4, как по мне, интересная модель, так как она имеет отличный функционал и наличие детальной настройки практически всех функций. Ко всему этому работают они корректно, время автономной работы среднее, 5 суток, не скажу, что топовое, но для меня этого хватает. Внешне
принципе, они мне понравились как и по материалам. Хотя кое-кому проигрывают, кто был позавчера. Можете посмотреть на канале. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное вам спасибо, вы помогаете проекту. Девайс сюда. Подписывайтесь с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.